Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале Вяжем Красиво. И сегодня я предлагаю связать вместе со мной очередную красоту для маленькой принцессы. Вот такой оригинальный сарафанчик. Вяжется он легко и просто, но необычно. Кто внимательно уже рассмотрел эту модельку, то заметил, что вяжется она поперечным вязанием. Используются укороченные ряды. Но не пугайтесь, это не сложно, а совсем просто. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится пряжа 3 цветов, как вы успели заметить. Белая пряжа. Это детский каприз от фабрики Пехорка. Метраж в 50 граммах 225 метров. Состав 50% мериносовая шерсть, 50% фибра. Таких моточков вам понадобится 2. Желтая пряжа, вот эти вставочки, которыми я вязала, это Alize Baby Wool. В 50 граммах 175 метров. Состав 40% шерсть, 20% бамбук и 40% акрил. И секционная пряжа, она может быть любой. Я взяла та, которая была под рукой у меня. Это другая турецкая фирма Нака. Бомбина Марвел Петит. В 50 граммах 130 метров. Она чуть-чуть потолще, но желательно брать, конечно, пряжу одного метража. Что касается состава, 25 шерсти, 75 акрила. Вам понадобится и желтой, и секционной пряжи по одному моточку. Также приготавливаете 2 пуговки. Что касается спиц, вязать мы будем спицами на длинной леске размером 3,5. Еще готовите спицы можно на короткой леске, они нам пригодятся, когда мы будем с вами закрывать наши петельки. Также понадобится 2 маркера и крючок для того, чтобы спрятать хвостики. Размеры сарафанчика. Длина 47 сантиметров. Высота грудки 13 сантиметров. Длина юбки 27 сантиметров. Ширина талии 20 сантиметров. Такой сарафанчик пойдет на возраст от 1,5 до 2–2,5 лет. Ну, соответственно, детки все разные, поэтому замеряйте своего собственного ребенка, и тогда уже вы сможете понять, подойдет вам этот сарафанчик по размеру или нет, или придется делать расчеты самостоятельно. Очень часто в комментариях я вижу такие просьбы. А сколько набирать петель на 5–6 лет? А сколько на 2–3 года? Девочки милые, это отдельный мастер-класс. Дети все индивидуальны. Нельзя сказать, на какой возраст. Нужно замерять ребенка, нужно производить расчет. И только после этого вы выйдете на нужное количество петель. Никто вам точно не скажет. Потом не забывайте, еще зависит от того, какими спицами вы вяжете, какая у вас пряжа, какая плотность вашего индивидуального вязания. Поэтому все сугубо индивидуально. Рассчитывайте, пожалуйста, сами. Мне не трудно, но я не могу вам точно ответить на этот вопрос. Надеюсь, что мы друг друга поняли. Те, кому понравилась данная моделька, присоединяйтесь. Все расскажу, покажу подробно. И еще небольшое добавление. Хочу выразить особую благодарность
тем мастерицам, которые прислали мне на почту и в группу «Одноклассники» свои работы по моим мастер-классам. Было очень приятно видеть, какие красивые у вас получились вещи. Спасибо вам огромное. Наверняка вам тоже было приятно увидеть ролик со своими работами, со своими творениями. Поэтому, девочки, не стесняйтесь, присылайте свои работы, можно мне на почту, можно в группу, кто подписан в Одноклассники. Я координаты, ссылочки все оставлю под видео. Так что жду от вас новых работ. Берем нить контрастного цвета и с помощью крючка набираем цепочку из воздушных петель. Я наберу примерно 100 петелек. Свободно набираем петли. Разворачиваем нашу цепочку и за вот эти ребрышки, которые находятся с обратной стороны цепочки, мы сейчас будем поднимать с вами петли. Берем нить белого цвета и за первое ребрышко протягиваем первую петельку. Вот таким образом. Подняли. Вторую. Третью, четвертую. И так по порядку вам нужно набрать 90 петель. Пускай вас не смущает, что цепочка у вас чуть длиннее, вам будет удобнее набирать, поднимать петли, и вы не будете задумываться, хватит ли вам цепочки или нет. Итак, не спеша поднимаем за каждое ребрышко, за каждый вот этот бугорок наши петли. У вас должно, еще раз я повторюсь, должно получиться 90 петель. Итак, петли у нас с вами набраны, на спицах их 90. Далее мы начинаем вязать следующим образом. Вам нужно провязать 6 рядов платочной вязкой. То есть вы и лицевые, и изнаночные ряды провязываете лицом. У вас должно получиться 3 платочных дорожки. Вяжем самостоятельно. Последнюю петельку в конце ряда я провязываю лицом. Для чего это я делаю, сейчас покажу. Чтобы верхняя часть у нас, нашего сарафанчика, была вот такая зубчатая, чтобы красивый край был, и нам не пришлось с вами его потом обвязывать. Вот я провязала лицом последнюю петельку. Смотрите, что я делаю дальше. Я ее завожу за работу. Снимаю первую петлю и дальше продолжаю вязать лицом. В конце ряда, второй это ряд у нас идет, да, этого делать не обязательно. Вот как раз мне вот там внизу зубчатый край не нужен, мне нужно, чтобы он был сверху. Итак, вяжем 6 рядов лицом, вот по такому принципу. Вот я провязала 3 платочных дорожки. Внизу у меня получился обычный край, а сверху, когда я заводила нить за работу, у меня получаются вот такие зубчики. Верхняя часть, то есть конец нашего наборного края, конец ряда, это как раз и будет грудка нашего сарафанчика. Так,
Что мы теперь делаем? Значит, у нас с вами 90 петель. Как мы их распределяем дальше для вывязывания клина? Вот смотрите, если изобразить схематично. Вот наши 90 петелек с вами. Я беру и 30 петель, третью часть. Это у меня будет грудка. Она будет вязаться всегда лицевыми петлями, и будет получаться у меня здесь платочная вязка. А вот здесь внизу у меня будет формироваться клинья юбки. Значит, у нас 30 петель уходят на грудку, и, соответственно, 60 петель у нас уходят на формирование клина. 60 петель, это юбочка. Смотрите, как мы будем вывязывать клин. Максимально у нас с вами 60 петель. Здесь я напишу 60. Мне надо, чтобы верх клина приобрел форму треугольника. Значит, я должна буду провязать вот таким образом с этой стороны и симметрично, соответственно, вот с этой. Всего на формирование клина у меня уйдет 14 рядов. Значит, я буду вязать поворотными рядами. Первый ряд я провяжу 50 петель, второй ряд 54 петли, третий ряд 57 петель, четвертый ряд 60, но я и называю только лицевые ряды, соответственно. Так, раз, два, три, четыре, пятый ряд опять 57, шестой ряд 54 и седьмой ряд 50. Но так как я буду вязать поворотными рядами, соответственно, у меня будет не 7 рядов, а 14 лицевые и изнаночные. Так, ну, надеюсь, объяснила понятно. Если нет, сейчас покажу, как это будет выглядеть при вязании. Да, и таких клиньев у меня будет 12. Я буду чередовать. Один клин будет у меня из секционной пряжи, второй клин из однотонной, потом опять секционная, однотонная. Вы можете вязать по-своему. Можно все клинья делать секционкой, можно вообще брать однотонную пряжу разноцветную и чередовать клинья. Это на ваше усмотрение. Я обрезаю нить белого цвета, откладываю пока ее в сторону и приступаю к работе с секционной пряжей. Так, привязываю кончик. Да, вас может смущать по краю вязания большое количество узелков, но не пугайтесь, они потом уберутся, все их будет не видно. Так, и смотря в нашу подсказочку, которую я нарисовала, первый ряд мы должны провязать 50 петель для поворота, до поворота. Начинаем вязать сразу с первой петли, так как нить контрастная, другого цвета, чтобы все было по краю красиво. Итак, да, клинья вяжем в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными петлями. То есть клинья вяжутся лицевой гладью. Итак, вяжем 50 петель лицом. Вот провязаны 50 петель. Далее 51-ю мне нужно провязать поворотным вязанием. Значит, вязание поворотными рядами существует способов великое множество. Я вяжу одним из них. Как я это делаю? 51-ю петельку я просто снимаю, не провязывая, нить за работой, разворачиваю вязание,
Нить опять завожу за работу, обвиваю эту петельку, вот она белая, видно, видите, желтой нитью обвита, и ее снимаю. Вот что происходит. Ее как бы обвиваем для того, чтобы не было дырочки. И эти 50 петель до конца ряда я вяжу изнаночными. Первый поворотный ряд у нас будет таким образом с вами провязан. Следующий ряд мы провязываем с вами вверх 54 петли. Точно по такому же принципу. Здесь уже первую петельку снимаем и вяжем лицом 54 петли. Вот посмотрите, 50 провязаны. Вот она 51, которую мы обвивали. Мы ее провязываем за переднюю стенку. Видите, дырочки у нас нет. Это 51 петля, 52, 53, 54, 55 мы опять снимаем, разворачиваем вязание, обвиваем ее. Переснимаем на правую спицу и остальные петли до конца ряда вяжем изнанкой. Вот у нас с вами провязан второй поворотный ряд. Следующий ряд, третий поворотный, нам вверх нужно с вами провязать 57 петель. Что мы сейчас и сделаем. Первую петельку снимаем, дальше вяжем лицевыми 57 петель. Вот я дошла до обвитой в предыдущем ряду петли. Вот она 55 у нас, а нам надо 57, 55, 56, 57, а 58 мы разворачиваем и обвиваем. И опять заканчиваем ряд изнаночными петлями до конца. В следующем ряду мы с вами поднимемся на вершину нашего клина. Нам нужно вверх провязать максимально 60 петель. Так, опять начинаем точно так же. Первую петельку снимаем и вяжем вверх 60 лицевыми. Смотрите, я довязала до обвитой в предыдущем ряду петле. У нас это была 58, дальше 59, 60. 61 я обвиваю, разворачиваю вязание и довязываю ряд изнаночными петлями. Начиная со следующего ряда мы будем теперь уже не довязывать петельки. У нас клин пойдет не на увеличение, как мы до этого шли, а наоборот на уменьшение. Итак, нам сейчас нужно провязать 57 петель. Вот здесь нам уже придется считать. Если там нам подсказочкой была поворотная петля, то здесь придется досчитывать. Так, вяжем лицом 57 петель. 57 петель провязаны. 58 я снимаю за заднюю стенку, не за переднюю, а за заднюю стенку. Разворачиваю вязание, обвиваю ее и вяжу до конца ряда, как всегда, изнаночными петлями. Следующий убывающий ряд
нам говорит о том, что нам надо наверх подняться на 54 петли. То есть вы не запутаетесь, у вас всегда идет 50, 54, 57, 60 и в обратном порядке 57, 54, 50. Итак, вяжем 54 петельки вверх. 54 петли провязаны, 55-ю снимаю за заднюю стенку, разворачиваю наше вязание, обвиваю ее и вяжу до конца ряда изнаночными петлями. И последний убывающий ряд говорит нам о том, что нам надо подняться на 50 петель. И тогда наш клин с вами будет готов. Вяжем лицевыми 50 петелек. 51-ю будем обвивать. Вот она, 51 петля, за заднюю стенку обвиваем. А оставшиеся 50 петель провязываем изнаночными до конца ряда. Давайте посмотрим. Вот так выглядит наш первый клин. Видно, да, что здесь у нас внизу широко 14 рядов провязаны поперечно, а здесь у нас как бы вот такой треугольничек получился. Далее вы вяжете 7 рядов белой нитью платочной вязкой. То есть вы обрезаете опять ниточку, привязываете белую нить и работаете уже на всех петлях, все 90 петель у вас в работе. Не забывайте, что по краю в конце ряда у вас должны формироваться вот такие зубчики. Внизу не принципиально, здесь будет еще обвязка. Еще раз посмотрите. Первый клин связан, затем 7 рядов на всех петлях белой нитью платочной вязкой. Затем точно по такому же принципу, как мы вязали первый клин, вы вяжете однотонной нитью второй клин на 60 петлях. Затем на всех 90 вяжете платочную вязку. Затем третий клин, также из секционной пряжи. Опять провязываете полоску платочкой на всю длину сарафана, потом опять желтый. Таким образом чередуете секционную пряжу и желтую. Всего у вас должно получиться 12 клиньев. 6 желтых и 6 секционной пряжи. Вот таким образом. И вот у вас сверху, посмотрите, вот такие красивые треугольнички получаются. Там, где проходит талия сарафанчика. Видно, да? Так, теперь мы должны с вами будем сейчас его сшить. Для этого мы оставляли открытый наборный край. Как это сделать, сейчас покажу. Переходим к сшиванию сарафана. Для этого нам понадобится с вами еще одни спицы на леске, неважно какого они размера. Наша задача сейчас аккуратно распустить нашу с вами вот эту косичку и переснять все 90 петель на спицу. Для удобства разворачиваем вязание наше наизнанку и начинаем вот так потихонечку распускать. Подцепляем, выдергиваем, подцепляем, вот она видна, да? Выдергиваем. И так потихонечку по одной петельке, не торопясь,
мы переснимаем все петли на другую спицу. Вот видите, чтобы ничего не распустить. Так, аккуратненько переснимайте. Итак, петельки все аккуратно пересняты. Вот я еще забыла вам сказать, когда вы вязали, провязали 12 клиньев, вы вверх после последнего клина провязываете 3 дорожки лицевых и 1 лицевой ряд. То есть вверх вы поднимаетесь на 7 рядов. Это важно. Нить у вас в конце ряда, вот там, где грудка белая у нас. Обращаю ваше внимание, это важно. Так, смотрите, что мы сейчас будем делать дальше. Мы складываем наш сарафанчик. Теперь у нас с обеих сторон с вами спицы. Мы складываем его лицом вовнутрь. Мы работать сейчас будем по изнаночной стороне. Нам нужно, чтобы шов у нас с вами представлял собой изнаночные петли. Для этого нам нужно по лицу с вами, по нашей работе, вязать лицом, чтобы с обратной стороны была изнанка. Так, смотрите, как мы будем это делать. Я беру спицу, та, которая ближе ко мне. Не на ту, которую переснимали, а на ту, которую вязали. Так. Снимаю первую петлю с ближайшей спицы, переснимаю ее на вторую, на зелененькую мою, и провязываю 2 вместе лицевой. Дальше следующую петлю с этой же спицы переснимаю на первую спицу, переснимаю ту, которую я уже провязала. И с ближайшей от меня спицы я провязываю 3 петли вместе за заднюю стенку. Дальше опять снимаю петлю с задней спицы, переснимаю ее на переднюю и переснимаю провязанную. И провязываю 3 вместе лицевой. Дальше опять с задней спицы переснимаю петлю на переднюю и петлю, которую уже провязала. 3 вместе лицевой. Надеюсь, понятно. Еще раз смотрите. Сняла с задней спицы, пересняла на переднюю ту петлю, которую провязала уже, и провязываю за заднюю стенку 3 вместе. Подтянула. И так до конца. У нас сейчас с вами получится красивый закрытый край. Посмотрите, я закрыла шов. Он практически стал незаметен. Если не знать, не присматриваться, вот он выглядит вот так с изнаночной стороны и вот так с лицевой. Видите, вот такая красота у нас получилась. И ширина полосочки у нас с вами, вот этой вставочки белой, тоже не изменилась. Теперь дальше нам нужно убрать все вот эти хвостики вдоль юбочки внизу и прогладить утюгом край нашего изделия, для того, чтобы нам удобнее было его потом обвязывать. Я думаю, что с этим вы справитесь самостоятельно, я вам показывать уже не буду. А вот как обвязать низ юбки, я вам покажу. Переходим к обвязыванию. Я начну обвязывать там, где у нас был шов, с этого места. Обвязывать можно по-разному, на ваше усмотрение. Я покажу один из способов. Обвязывать я буду крючком 2,5. Нитью белого цвета, той, которой я вязала грудку
у сарафана и сами вот эти вставки, разделяющие наши клинья. Итак, закрепляю нашу ниточку. Так, фиксирую. Провязываю 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Делаю накид. И в эту же самую петлю провязываю 1 столбик с накидом. Еще делаю накид. Сюда же тоже столбик с накидом. Сюда же 3 столбик и 4. Всего с петлями подъема у меня получилось 5 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька, присоединяю ее в следующую петлю. Еще 1 воздушная петля. В следующую петельку также провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, в следующую петельку присоединилась 1 воздушная петля. Вот видите, у нас вот такие ракушечки получаются. В следующую петельку также 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, присоединились в следующую петельку, воздушная петля. Вот так у меня получается. Ну, давайте еще разок, а дальше будьте сами. В следующую петлю 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, присоединились в следующую петлю, воздушная петля. И так вяжем по кругу. Переходим к вывязыванию бретелек. Для начала замеряем ширину грудки. Ну, если вот чуть-чуть растем, 18 сантиметров получается, да? Так, значит, по 9 сантиметров от шва. Здесь 9, здесь 9. Давайте так, отступаем от края 3 сантиметра и ставим маркер. Также здесь я отступлю от края 3 сантиметра и поставлю маркер. Так, наметили. Далее берем спицы и набираем на них, вот там, где поставили маркер, присоединяем ниточку и набираем 8 петель. Так, сначала сейчас закрепим нить. Вот таким образом закрепляю. Ой, выскочила. Чтобы она у нас не выскочила. И набираю 8 петелек. Вязать бретельки мы будем платочной вязкой. 1, 2,
3, цепляю за обе стеночки, 3, 4, 5, 6, что-то у нас, да, 6, 7, 8. Разворачиваем. И чтобы края были с зубчиками, как всегда, нить заводим назад и начинаем провязывать. Первую петельку снимаю, дальше все лицо. Так, маркер можно снять, он уже не нужен, только мешаться будет. Так, здесь подтянуть можно, потом уберется этот хвостик. Так, и вот таким образом заводим опять нить назад и вяжем саму бретельку. Я провязала вверх 18 сантиметров, этого достаточно. И сейчас я буду делать отверстие для пуговки. Так, это у меня, да, еще один рядок сейчас, чтобы перейти на лицо. Так, с лицевой стороны сейчас будем делать отверстие. Сейчас я еще ряд провязываю, потому что остановилась на изнанке. Так, вот она лицевая сторона нашей бретельки. И делаем отверстие для пуговки. Первую петельку снимаю, как всегда, 2 лицевых. Затем провязываю 2 вместе лицом за переднюю стеночку. Здесь так удобней. Можно, в принципе, за заднюю, это не принципиально. 2 вместе лицом, накид и до конца ряда 3 лицевых. Разворачиваю, завожу нить за работу и провязываю ряд лицевыми петлями и накид в том числе. За счет этого у вас образуется отверстие для пуговки. И еще разок. Еще раз провяжу лицевой ряд и изнаночный. И после этого я буду закрывать петли. Так, вот изнаночный ряд. Так, и теперь закрываю. Закрываю классическим способом обычным. Первую петельку снимаю, вторую провязываю лицом и снятую перекидываю через провязанную. Вот таким образом. Закрываю до конца. Так, обрезаем ниточку. Что тут у меня накрутилось, сейчас разберемся. Так, и затягиваю хвостик. Вот смотрите, первая бретелька у нас готова. Останется спрятать хвостик с помощью крючка и пришить пуговку. Так, вторую бретельку вяжем аналогично, но я покажу вам, как набрать. Так, вот этот маркер обозначает у нас конец нашей бретельки. Мы помним, что у бретельки у нас 8 петелек. Значит, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
вот в эту петельку я должна в эту дырочку провязать первую петлю. Так, провязываю, закрепляю нить, фиксирую и набираю 8 петелек. 1, 2, 3, 4. Так что я разогналась. Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Немножечко прихватим, не страшно. 6, 7, 8. Так. Давайте посмотрим, одинаковое ли расстояние у нас от шва. Так, давайте посмотрим. Значит, здесь 4 сантиметра и здесь 4. От шва одинаково по 4 сантиметра. И здесь у нас тоже, наверное, останется 3. Нормально. Так, значит, по такому же принципу вяжете 18 сантиметров в высоту. Делаете отверстие для пуговки и заканчиваете бретельку. Посмотрите, мои хорошие, какая красота у нас получилась. Ваша маленькая принцесса, я думаю, будет просто неотразима. Если вам понравился мастер-класс, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, а также подписывайтесь на мой канал «Вяжем красиво». Впереди у нас много нового, интересного. До новых встреч. Пока-пока. И не забывайте присылать фото своих работ. До встречи.